Это видео про технический анализ рынка, а именно, что это такое и для чего он нужен, какие способы, фигуры и индикаторы технического анализа бывают. Ролик получился большим, но по сути это видео-справочник всего технического анализа в одном месте. Итак, начинаем. Существует две школы рыночного анализа – технический и фундаментальный. Их адепты любят поспорить, но в реальности для построения удачной стратегии важно учитывать все. В техническом анализе во главу угла поставлено движение цены. Как именно она движется, с какой скоростью, какова амплитуда и импульс роста или снижения, какие при этом формируются свечи. Приверженцы фундаментального анализа первостепенное значение уделяют экономическим факторам. Если речь идет об акциях, то это баланс компании, кэш-флоу, отчеты о доходах и расходах и многое другое. Фундаментальщики предпочитают продолжительные таймфреймы, интервалы времени для группировки котировок, иногда до года, в то время как программы для технического анализа позволяют эффективно работать даже на 5-минутном графике. Кстати, более подробно про фундаментальный анализ мы рассказывали в прошлом ролике. Что такое технический анализ простыми словами? Технический анализ — это способ построения торговых стратегий на финансовых рынках, который базируется на изменении цен в прошлом и прогнозирует, куда они будут двигаться в будущем. Если фундаментальный анализ сосредоточен на изучении вероятных причин динамики цен, то теханализ учитывает только их изменения и выявляет определенные закономерности в условиях аналогичных обстоятельств. Такой метод анализа завоевал широкую популярность благодаря своей относительной простоте и универсальности. В основе технического анализа лежит изучение графиков цен, другими словами, чартов. Он применим к любым временным интервалам и практически ко всем рыночным сегментам, но более всего к высоколиквидным свободным рынкам, биржам, где и получил наибольшее распространение. Неважно, на каком рынке вы торгуете – на фондовом, товарном, валютном, то есть рынке Форекс или криптовалютном. Знание технического анализа – это залог вашего успеха в трейдинге. Глобальная задача технического анализа заключается в том, чтобы с максимальной степенью вероятности прогнозировать изменения цен в конкретный период времени. Одни трейдеры считают этот способ высокоэффективным и доверяют только ему. Другие называют лженаучным, придуманным для тех, кто хочет зарабатывать, но не желает тратить годы на изучение макроэкономических показателей и прочих движущих сил финансовых рынков. История технического анализа. Если кратко, предпосылками к возникновению технического анализа стали многовековые наблюдения за изменением цен. Его создателем считается представитель старинной династии торговцев и талантливый финансист Хомма Мунехиса. В те времена рис был главным товаром на биржах Японии. Хомма подошел к вопросу торговли так, как этого не делал никто раньше. Он занялся изучением динамики и колебания цен на рынке риса за последнее столетие. Это позволило вывести некоторые закономерности, циклично повторяющиеся при наступлении аналогичных обстоятельств, и составить на их основе стратегию торговли. В 1760 году Мунехиса Хомма написал и издал книгу об изобретенном им способе торговли, который впоследствии получил название «Японские свечи». Автором же усовершенствованной западной версии теханализа считается Чарльз Доу, тот самый, имя которого увековечено в термине «индекс Доу-Джонса». В 1890 году он опубликовал ряд статей о способе прогнозирования цен на основе анализа закономерностей их изменения в определенных обстоятельствах. Новые перспективы, открытые компьютерными технологиями, послужили мощным толчком к широкому распространению теханализа. Любой трейдер может зайти в интернет, изучить курс для начинающих и приступить к построению собственной торговой стратегии. Основные принципы технического анализа. Технический анализ при правильном использовании трейдером помогает выявить закономерности в поведении цены, что дает понимание, каких возможных уровней достигнет на анализируемом промежутке времени. Выделяют три главных принципа, на которых базируется анализ. Принцип первый. В цену актива уже все заложено. Это означает, что все факторы, влияющие на цену, уже учтены, и ее значение отражает текущее настроение на рынке. Принцип второй. Цены движутся в тренде. При достижении определенного значения и прорыве цена движется в точно заданном направлении определенный промежуток времени. Такое движение порождает восходящий тренд или нисходящее движение.
Также существует флэт или боковое движение в определенном диапазоне, без достижения очередного максимума или минимума. Характерно при неопределенностях на рынке или в ожидании выхода важных новостей. При выходе из бокового движения происходит прорыв, то есть цена уходит вверх или резко падает. Принцип третий. История поведения цены повторяется. Это значит, что при достижении целей цена может вести себя так же, как это произошло в прошлом. Главный двигатель цены – это психология и поведение реальных участников торгов. Человек склонен вести себя одинаковым образом в похожих ситуациях. Основные методы технического анализа. Условно, основополагающие методы технического анализа можно поделить так. Первый. Графический, он же классический анализ. Используют живые графики для анализа ценовых изменений. Второй. Индикаторный, он же алгоритмический математический анализ. Прогнозирование при помощи различных технических индикаторов, работающих в соответствии с математическими функциями. Третий. Анализ объемов. Это определение направления цены с помощью анализа объемов сделок в определенные временные периоды. Четвертый. Свечной анализ. Это прогноз цен по японским свечам. Итак, рассмотрим каждый из этих способов теханализа более подробно. Графический анализ, он же классический. График — это основа основ теханализа. На графике видны изменения цен, на его основе составляются все прогнозы. Графический способ основан исключительно на анализе цен активов, которые складываются в паттерны. Классический анализ не предусматривает использование индикаторов, но большинство трейдеров все же предпочитают оперировать более широким набором инструментов анализа. Суть графического анализа заключается в начертании трендообразующих линий, которые указывают направление и колебания уровня цен, зон вовлеченности моделей, продолжение или разворот уже имеющихся трендов. Можно соединить изменяющиеся точки максимумов и минимумов, обозначить тенденции и боковики. При этом сами по себе тенденции указывают не только направление, но и по градусам наклона интенсивность, характер и амплитуду изменения цен. Поддержка и сопротивление. Следующий важный аспект графического анализа – это уровни поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления – это линия, расположенная сверху. Она переграждает цене путь, то есть сопротивляется. Уровень поддержки – это линия снизу, которая поддерживает цену, не позволяя ей упасть. Почему так происходит? Этот вопрос из области психологии, а также из области баланса предложения и спроса. Если не находится желающих приобретать товар по высокой цене, значит она выше не поднимется. До того времени, пока ситуация не изменится. К примеру, пока не появится покупатель, которому стала известна какая-либо информация, другими словами, инсайт. Как результат, при пробитии уровня сопротивления цена устремляется вверх. Если же цена уверенно пробивает линию поддержки или сопротивления, то это значит, что психология рынка поменялась, и скоро появятся новые уровни поддержки и сопротивления. Гэп. Не можем не рассказать и о таком аспекте, как гэп. Гэп — это незаполненный промежуток между свечами. Как правило, они образуются между торговыми циклами, к примеру, между пятницей и понедельником. Или из-за слишком большого разброса цен между торговыми циклами, что характерно в частности для рынка криптовалют. Иногда гэпы образуются при резком скачке цены. Трейдинг по гэпам является одним из разделов технического анализа и требует отдельного изучения. В целом можно сказать, что этот метод чаще всего основан на том, что цена всегда будет стремиться закрыть гэп. Это можно и нужно использовать в торговле на любом рынке. Индикаторный анализ. То есть алгоритмические математические методы технического анализа. В основе такого метода лежит использование различных алгоритмических формул. За основу берется усредненный показатель цены за конкретный период торгов, на основе которых разработаны индикаторы и осцилляторы. За всю историю существования и развития технического анализа изобретено огромное количество индикаторов, которые условно делятся на группы, в каждой из которых можно выделить наиболее популярных. Трендовые индикаторы. Основными индикаторами тренда считаются: индикатор «скользящая средняя» Moving Average представляет собой усредненную цену актива за конкретный период времени. Индикатор MACD строится с использованием двух скользящих средних с разными заданными периодами времени. Полосы Боллинджера
Усложненный вариант предыдущих индикаторов состоит из 3 полос. Строится главная скользящая средняя, а по ее краям с 2 сторон формируются линии, ограничивающие график и показывающие коридор волатильности. При расхождении граничащих линий тренд усиливается. Если происходит сужение внешних границ, то это сигнал к возможному затуханию текущего тренда. Параболик SAR представляет собой линию, которая движется вдоль ценового графика. Пока он находится выше линии параболика или ниже, то это означает, что тренд сохраняется. Как только график пересекает линию индикатора, то это считается сигналом на покупку или продажу активов. Важно помнить, что сигналы о возникновении тренда индикаторы показывают уже после зарождения тренда. В случае отсутствия тренда на рынке индикаторы дают множество ложных сигналов, и поэтому они бесполезны. Поэтому такие индикаторы и называются трендовыми. Осцилляторы. Данная категория индикаторов помогает работать при отсутствии ярко выраженного тренда, то есть в периоды флета и бокового движения цены. Показатели таких индикаторов всегда отображаются в отдельном окне ниже основного графика цены. Осцилляторы могут сигнализировать о ближайшем развороте текущей тенденции, наиболее популярные из них. Индикатор RSI или индекс относительной силы. За основу расчета берется цена закрытия инструмента, что показывает преобладающую силу на рынке – быков или медведей. Один из самых главных сигналов, который помогает открывать сделки, это дивергенция, то есть когда график цены кардинальным образом расходится с графиком индикатора. Это сигнализирует о возможной смене тренда. Стохастический осциллятор. Похож на RSI. В математическом смысле выражает соотношение текущей ценой закрытия рассматриваемого инструмента и разницей максимум цены-минимум за конкретный отрезок времени. Показывает зоны перекупленности или перепроданности, что помогает определить возможные точки разворота текущей цены. Волюм – осциллятор объема. Индикатор отслеживает текущие объемы торгов и показывает тенденцию к росту при его значении выше нуля или к снижению. Чем большим объемом подкрепляется текущая цена, тем сильнее действующий тренд. Используется при подтверждении истинности пробоя конкретного уровня. Если пробой уровня сопротивления или поддержки сопровождается ростом объемов, значит он истинный. Если роста объемов с пробоем не наблюдается, значит пробой скорее был ложным. Анализ рынка с применением индикаторов особенно популярен среди современных трейдеров. С помощью формул рассчитываются показатели за любой период времени. Также формулы используются для создания торговых роботов или сигналов в автоматическом режиме, что упрощает работу. На основе заданных параметров программа подает сигнал о формировании указанных для открытия позиции данных. Анализ объемов. В техническом анализе под объемами подразумевается число рыночных активов, торгующихся на бирже в определенный период. Как утверждают аналитики, после изменения объемов всегда происходит изменение цены. Если проанализировать историю торгов на крупнейших фондовых биржах или криптовалютных биржах, можно заметить закономерность. За увеличением объема биржевого актива почти всегда следует резкий скачок цены либо вверх, либо вниз. Если же говорить о сигналах, то в периоды больших объемов они более точны. Иными словами, от объема зависят рыночные тенденции. Чем он выше, тем ниже вероятность изменения тренда. Объем одинаково полезен как при растущем, то есть бычьем, так и при нисходящем, то есть медвежьем тренде. Так, если при восходящей тенденции объем движется вниз, это значит только одно – скоро рынок развернется. То же самое и при нисходящем тренде. Свечной анализ или анализ по японским свечам. Мунэхиса Хома и его последователи отследили взаимосвязь изменения цен на рис с уровнем спроса и предложения. Именно они первыми выявили влияние человеческих эмоций на рынок и отразили это в диаграмме из свечей, которые позже назвали японскими. Свечи — это очень эффективный вид технического индикатора, который собирает информацию о колебаниях котировок ценных бумаг, валютных пар, криптовалют, производных финансовых инструментов, сырья, энергоресурсов и прочих активов по нескольким временным отрезкам и отражает их в виде вытянутых прямоугольников с хвостиками, очень напоминающих свечи. Данная техника высокоинформативна в сравнении с традиционными барами и линиями, соединяющими точки и цены закрытия.
Поскольку свеча — это индикатор, следовательно, она должна показывать что-то большее, чем просто передвижение цены за определенный период времени. И это действительно так. Ключевое отличие свечных графиков от обычных — это наличие в каждом элементе целых 4 показателей, а не одного. Их не нужно долго изучать. Повторяющиеся графические паттерны видны сразу. Их просто воспринимать визуально и легче интерпретировать. Каждая свеча несет информацию о цене за выбранный промежуток времени. То есть при анализе часового графика N1 сформированная свеча показывает информацию о цене актива за час. Свеча состоит из прямоугольника, который называется ее телом. Нижняя граница зеленого растущего тела прямоугольника — это точка открытия. Точка закрытия — это вторая граница фигуры. У бычьей свечи это верх, у медвежьей это низ. Верхняя тень, исходящая из прямоугольника, показывает максимальную цену. Нижняя тень — минимальный экстремум цены периода. Черная свеча или красная означает, что цена закрытия оказалась ниже цены открытия. Белый цвет или зеленый тело свечи означает, что закрытие периода произошло по цене, превышающей котировку открытия. Если за период цена практически не изменилась, то есть цена открытия практически совпадала с закрытием, образуется особый тип свечи доджи. Выглядит как крест. Графики в виде свечей считают объединением интервального и линейного графиков. Анализ комбинаций свечей позволяет делать точные прогнозы без использования алгоритмических индикаторов. Поэтому профессионалы рекомендуют новичкам начинать изучение особенностей применения технического анализа со свечой. Существует множество популярных комбинаций свечей, которые сигнализируют о возможной смене тренда. Сюда относится комбинация поглощения. Это говорит о смене движения. Цена и дальше пойдет в направлении, поглотившей предыдущую свечу. Комбинация молот или повешенный молот. Эта модель формируется в выраженном одностороннем движении, когда рынок начинает успокаиваться после сильного однонаправленного движения цены. Комбинация Харами имеет сходство с моделью поглощения. Первая свеча формируется с большим телом, следующая за ней короткая. Комбинация утренняя или вечерняя звезда. Модель появляется реже, поэтому ее формирование говорит о более высоких шансах на разворот. Паттерн пин-бар. Самый известный паттерн, сигнализирующий о возможном развороте текущей тенденции. Состоит из свечи с очень маленьким телом и длинным хвостом, которая сформировалась и находится в пределах тела предыдущей свечи. Множество людей во всем мире рассматривают и анализируют виды, форму и комбинации свечей, делают свои умозаключения и на их основе судят об изменении движения цен. Фигуры технического анализа. По моделям графических фигур технического анализа можно составить представление об общей картине рынка, идентифицировать сигналы для торговли, увидеть сигналы начала движения цен. Работать с фигурами должен каждый трейдер. Это неотъемлемая и важная часть технического анализа. Как правило, самые успешные представители этой профессии оперируют широким арсеналом индикаторов и фигур. Сочетая их, делают самые точные прогнозы. Далее кратко расскажем про основные паттерны технического анализа. Фигура голова и плечи. Голова и плечи — это классическая и самая узнаваемая фигура в техническом анализе. Она всегда имеет 3 вершины. 2 по бокам расположены приблизительно на одном уровне, а средняя равно удалена от них и выдается вверх. В результате на графике образуется подобие головы и плеч человека, а нижняя граница напоминает шею. Если фигура перевернута, шея находится наверху. Появление головы и шеи сигнализирует о развороте тренда. При этом обычный паттерн — это предвестник роста цены, а перевернутая фигура, голова и плечи — это сигнал к падению. Этот паттерн является классическим. Он описан во всех учебниках как по теханализу, так и по биржевой торговле в целом. Поэтому новички так часто вглядываются в графики в надежде отыскать именно эту фигуру. Но здесь важно помнить о субъективности. Многим трейдерам свойственно видеть голову и плечи там, где их на самом деле нет. Двойная или тройная вершина. Двойное или тройное дно. Тройное дно или тройную вершину можно отнести к популярным разворотным фигурам из числа тех, формирование которых происходит внутри ценового диапазона и служит предвестником растущего или падающего тренда.
Этот паттерн формируется достаточно часто, что связано со структурой колебания рынка. Иногда перед разворотом цена по нескольку раз нащупывает минимум или максимум на главном уровне поддержки или сопротивления. Фигура «вымпел». Горизонтально расположенный треугольник, внутри которого происходит постепенное сужение цены или амплитуды колебания графика от более широкого шага к более узкому с одновременным снижением объемов. При восходящей тенденции рынка линия графика внутри вымпела должна пробить его внизу вверх через верхнюю границу фигуры. При продолжении нисходящего тренда график пробивает нижнюю границу вымпела сверху вниз. Фигура флаг в техническом анализе. Линии фигуры располагаются параллельно друг другу. Движение цены также происходит внутри этих линий. При пробое канала график продолжает двигаться в первоначальном направлении. При растущем тренде пробивается верхняя граница флага. При нисходящем движении сверху вниз пробивается нижняя линия. Фигура прямоугольник. Прямоугольник формируется движением ценой, когда она не в состоянии сделать резкий скачок дальше по направлению главного тренда и образует две параллельные линии, в рамках которых цена колеблется. Идея фигуры заключается в том, что если цене не удается пробить границы прямоугольника, значит, скорее всего, основное направление будет подтверждено. Трейдеры набирают необходимые объемы для пробоя линии. Фигура чашка с ручкой в техническом анализе считается моделью продолжения тренда. Обычно она формируется в середине восходящей тенденции и выглядит как участок коррекции, состоящий из двух элементов – дуги, внешне напоминающей чашку, и короткого нисходящего участка, похожего на ручку. Уровни Фибоначчи в техническом анализе. Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы представляют нам инструменты расширения Фибоначчи, в котором уже есть встроенные математические функции. Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены. Максимум цены используется в качестве начальной точки расширения, а минимум — в качестве конечной точки. Как вы заметили, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи. Соотношение 61,8%, 38,2% и 23,6% особенны. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширение Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться. На графике мы используем основной минимум движения цены в качестве начальной точки и основной максимум в качестве конечной точки. Эти две точки являются наиболее заметными на графике. Обратите внимание, как уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,8 совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, от которых происходил отскок цены. Это дает нам дополнительную уверенность, что на этих уровнях рынок может развернуться. Ценовые уровни, образованные с помощью уровней Фибоначчи, помогают трейдеру определить, до какого значения может пойти цена при прорыве очередной линии. Показать ближайшие уровни, которым цена наметится для коррекции при достижении очередного максимума или минимума, в большинстве случаев она корректируется при образовании нового максимума. Выводы. Успешный трейдинг маловероятен без использования методов, которые предлагает технический анализ финансовых рынков. Залог прибыльной торговли — это грамотная подготовка. Литература, доступная каждому желающему и написанная реальными практиками, поможет избежать многочисленных ошибок, которые совершают новички при открытии первых сделок. На этом все. Советуем также обязательно посмотреть видео о том, кто такой трейдер. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!